Всем привет! А я к вам сегодня с елочкой на новогодние праздники. Вот такой вот пирог в виде елочки слоеного теста с сыром и красной соленой рыбой. Празднично, ярко и красиво. А какой он вкусный! Поэтому попробуйте. Делается все очень просто. Делаю пасту из разных сыров. Здесь у меня творожный сыр, зернистый творог или творог возьму 250 граммов, немножко потру феты и красная соленая рыба. Немножко добавляю тоже зеленого лучка. Это в принципе все. Оливки это уже на украшение пойдет. Чесночок для смазывания немножко. И готовое слоеное тесто. Мне понадобится граммов 600. Вот не весь рулон я этот использую. Делаю, конечно, сначала же пасту. Зернистый творог. У нас это коттедж называется. И он солоноватый. По соли нужно пробовать и только на ваш вкус, когда паста готова, нужен ли соль, перец добавить. Творожный сыр. Любой можно взять. Филадельфия, да абсолютно любой, который доступен, чтобы немножко пасту скрепить, она была и более сливочной, и не жидкой. Я сразу же вот положила два ингредиента, их между собой немножко помешаю. Сыр фета на крупной терке граммов 100. Небольшими кубиками нарезаю рыбу. Я беру 150 граммов рыбы. И вот тоненький лучок я беру зеленый. Можно просто зеленый обычный лук взять, конечно же. Я его нарезаю, что немножко оставляю на украшение. Когда пирог будет уже готов, часть пойдет у меня в пасту. Ну, вот такую кучку оставлю на украшение. Теперь хорошо перемешиваю. Пробую на соль, перец. Вот, кстати, перец я забыла добавить. Перчика надо чуть-чуть накрутить. Мне немножко не хватает соли, поэтому добавила. Ну, вот десяток листочков я порежу. Базилик у меня свежий. Я скажу честно, я не планировала сейчас базилик использовать. Я его везде кладу, во все сырные пироги, такие закуски и так далее. Но вот попробовала, на самом деле, как бы пустоватая получается без вот этого яркого аромата. Поэтому вот я добавлю зеленый базилик. Можете добавить пару чайных ложечек песто или сухой базилик тоже. Но сухой базилик не такой сильный аромат, конечно, дает, как свежий. И щепотку орегано добавлю. Нет, давайте 2. Вот, теперь будет порядок. Попробую. Ну, совсем другой коленкор. Конечно же, без травки здесь не обойтись. Обязательно добавляйте базилик, орегано, и тогда это будет очень-очень вкусно. Тесто мне нужно сделать круг, но у меня вот только квадратное есть тесто, поэтому сразу на бумаге, на которой буду выпекать пирог, я немножко вот так вот формирую круг и бумагу смазываю, конечно, растительным маслом. Не сильно тонко раскатываю. Примеряю вот на каком блюде будет у меня лежать елочка. Из кусочков теста я сделаю хворост, как обычно. Из слоеного теста всегда, что у меня остается, я делаю хворост. Намечаю треугольник, где у меня будет лежать паста. А теперь разрезаю сразу же полосочки, которые будут заворачивать всю эту пасту. Выкладываю пасту. Так, это пасты накладываю вот сантиметра 1,5. То есть по-доброму, не жалейте. Начинки должно быть много. И теперь заворачиваю. Чуть-чуть вот так вот приминая на обратной стороне. Вот заворачиваю вот так вот. И приминаю тесто как бы. И теперь крест-накрест. Тоже чуть-чуть приклеивая как бы вот так.
Оставшуюся пасту выкладываю на половину теста сюда. Сделаю вот такие вот надрезики. Смазываю для румяности желтком и чуть-чуть я добавляю водичку всегда. И ставлю в духовку хорошо разогретую 180 градусов на 30 минут. То есть у вас должна елочка хорошо зарумяниться. Пока она будет в духовке, приготовлю смесь из оливкового масла для елочки, чтобы она еще стала более ароматной. Слушайте, ну вот я почти забыла ради всего, что я это все затевала. У меня 5 шекелей, это же новогодний пирог греческий, которым принято прятать монету. И тот, кто ее возьмет в своем кусочке, будет самый удачливый и богатый в новом году. Так вот, все, запрятала. Практически забыла, уже поставила ведь в духовку. Хорошо, что вспомнила. А то что ж за пирог с сюрпризом, но без сюрприза. Немножко, вот 2 столовых ложки оливкового масла наливаю. 2 зубчика чеснока. 2 щепотки, хороших щепотки таких, орегано. И хорошо между собой перемешиваю. Этим я смажу елочку, как только вытащу из духовки. Она тогда становится более ароматной. Тесто сверху более нежное, сливочное, несмотря на то, что это оливковое масло. Ну, просто для красоты. Нарезаю вот так вот колечками. Буквально вот хватит тут 3-4 оливки таких вот начиненных. 35 минут у меня простоял пирог. Я видела через 30 минут, что он бледненький еще, так дала еще постоять. Теперь вот смесью оливкового масла, чеснока и орегано смазываю кисточкой сразу по горячему. Выкладываю оливки. Аромат Греции. Вот реально, когда добавляешь куда-то орегано, то прям сразу вспоминаешь Грецию. Ну и вот так вот будет достаточно. Теперь даю полностью остыть, и только потом посыплю немножко зеленым лучком. Посыпала лучком, вот такую звездочку ей, конечно же, нужно приделать. И не забудьте своих гостей предупредить, что внутри есть монетка, сюрприз, иначе будет подарок еще и стоматологу. Все, с наступающим Новым годом! Делитесь этим рецептом с друзьями, сами делайте. Видели, все очень-очень просто. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.